США рассмотрит возобновление помощи Украине ранее начала 2024 года. До этого времени представители Демократической и Республиканской партии продолжат переговоры, чтобы разблокировать одобрение помощи. Главным вопросом остается требование республиканцев более жестко относиться к нелегальным мигрантам и укрепить защиту южных границ США. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Одна из самых масштабных атак на Херсон. 16 человек пострадали, а в Харькове россияне ударили по транспортному предприятию. Під час обстрілу утворилися величезні вирви діаметром до 9 метрів. Генштаб ВСУ предложил мобилизовать до 500 000 человек, заявил Зеленский. Впрочем, окончательное решение пока не принято. Президент абсолютно рационален. Он хочет видеть полностью детализированный план. Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах президента. Согласно одной из поправок к Конституции, он может считаться мятежником. Они используют правоохранительные органы для вмешательства в выборы на высоком уровне, потому что мы так сильно побеждаем их в вопросах. Приветствую вас, дорогие подписчики! Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень помогает продвижению наших роликов. Ну а мы вырываемся в новости. Одна из самых масштабных атак на Херсонщину. 16 человек пострадали, в том числе 4 ребенка. Воздушная тревога звучала 4 за ночь. Армия РФ атаковала область шахедами, 6 из них сбили. В Херсоне и пригороде пострадал объект критической инфраструктуры, учебное заведение, почтовое отделение и складское помещение, а также жилой дом. Во время тушения пожаров спасателям приходилось пережидать повторные обстрелы в укрытии. По данным МЧС, до утра они ликвидировали все последствия обстрелов. За минувшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, градов, танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и учреждения профессионально-технического образования в Херсонском районе, дошкольное учебное заведение, медицинское учреждение, почтовое отделение и лодочную станцию в Херсоне. 16 человек ранены, среди них 4 ребенка. А в Харькове российские войска боролись с грозным врагом – транспортным депо. Видимо, в автобусах и трамваях им мерещились наемники НАТО. На территории предприятия огромная воронка от снаряда. К счастью, обошлось без пострадавших. По данным городских властей, в транспортном депо уже давно нет живого места. Россияне атакуют его не впервые. По місту було декілька прильотів. На цю годину ідентифіковано, що було 2 прильоти. Під час обстрілу утворилися величезні вирви діаметром до 9 метрів і десь 3,5 метри глибиною. Вибухотехніки все оглянули, всі місця влучань зібрали уламки снарядів. І це після проведення експертного дослідження буде вже точно відомо, що які саме снаряди. Але з урахуванням фаху наших спеціалістів техніки вже зараз можна говорити, що це були саме снаряди С-300. Всего над Украиной за минувшую ночь удалось сбить 18 из 19 беспилотников. По информации командования воздушных сил, дроны россияне запускали из аннексированного Крыма. Силы ПВО сбили шахеды на территории Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областями. В Киеве прошла 2-часовая пресс-конференция Владимира Зеленского. Главное заявление президента Украины о помощи Запада в переговорах с Россией. Также журналисты поинтересовались у президента, собирается ли он менять главкома ВСУ. Слухи об этом муссируются в СМИ последний месяц. Зеленский отметил, что с Залужным у него чисто рабочие отношения. И он на посту президента, и Залужный на посту главкома делают свою работу для победы Украины. Прогноз на окончание войны президент давать не рискнул и отметил, что не знает. Впрочем, этого бы не сказали и западные партнеры. Ну а переговоры с Россией сейчас не актуальны. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять. І що те, про що ми домовились Сполучених Штатів, буде виконано. Повністю. Що стосується Європейського Союзу, великі ставки були
грали всі на великих ставках. Ми досягли однієї перемоги щодо Євросоюзу, щодо 50 мільярдів. Я впевнений, ми все це вже досягли. Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири наші або партнери західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років, вони не знають. Генштаб ВСУ предложил мобилизовать до 500 000 человек, заявил Зеленский. Впрочем, окончательное решение пока не приняли. О перспективах такого шага рассказал в настоящему времени военный эксперт Владислав Селезнев. Он считает такие цифры вполне выполнимыми. Президент абсолютно рационален. Он хочет видеть полностью детализированный план, каким образом призывать граждан нашей страны и демобилизировать тех граждан нашей страны, которые еще в феврале минувшего года были призваны в ряды вооруженных сил и сил обороны Украины по мобилизации. В период времени между 2014 и 2017 годами было проведено в нашей стране порядка 6 волн мобилизации. Тогда наши сограждане отправлялись в армию и четко понимали, что через 12, максимум через 15 месяцев после выполнения своей миссии они вернутся к своим родным и близким, в случае, если не будут иметь желания на профессиональной основе далее продолжать службу в рядах вооруженных сил и иных формирований нашей страны. Сейчас этот механизм не работает. Я думаю, совершенно логично, что профильный комитет Верховной Рады дорабатывает эти моменты, ведь каждый гражданин нашей страны имеет право четко понимать, когда, сколько он получит возможность демобилизироваться. И, собственно говоря, этот кейс документов необходим для того, чтобы процесс мобилизации проходил планово и обеспечивал полностью все потребности украинских сил обороны. Не проблема, я думаю, призывать 500 000 человек в ряды вооруженных сил Украины. Вопрос обеспечения, подготовки и, соответственно, применения этих мобилизационных ресурсов таким образом, чтобы достичь определенных результатов. Родственницы российских мобилизованных рассказали, что к их близким на передовой начали приходить сотрудники ФСБ. Они допрашивают их мужей и забирают мобильные телефоны. Заявление опубликовано в телеграм-канале «Путь домой». Он стал настоящим бельмом на глазу российской власти. В конце ноября жены и родственницы мобилизованных опубликовали манифест с требованием вернуть мужей и родных с фронта. Позже провели флешмоб, наклеив на автомобили стикеры антивоенные. А накануне потребовали Путина самому идти на фронт, если он не хочет возвращать их мужей. Мобилизованных вызывают на допрос. Забирают телефоны без возврата, активно изучают информацию про жену. Следом поступают угрозы по типу «запиши видео, что тут вас все устраивает, или же мы тебя отправим в штурм без обратного билета». Либо же требуют передать жене, чтобы она заткнулась. Ваши методы очень грязные. Пытаетесь утихомирить наш гнев, надавив на наших родных, давите на то, что мы можем их в любой момент потерять, играете с их и нашими жизнями. Это явные методы трусов и крыс. И кто же у нас крысиный король? Зачем нам президент, который делает вид, что нас нет, который живет только в полностью подконтрольном ему телевизоре? Запрещенное санкциями западное оборудование везут в Россию через порты Марокко и Турции. Газета «Нью-Йорк Таймс» изучила утечки электронной почты российских чиновников, торговые документы и записи разговоров сотрудников коммерческих компаний из РФ. Из документов, в частности, следует, что часть попадающего под санкции оборудования, закупленного в других странах, включая Китай, везут через Марокко. Подобный же торговый путь проходит и через Турцию, которая входит в НАТО. Израиль готов к заключению нового перемирия с Хамас. Такое заявление сделал президент Израиля Ицхак Герцог во время встречи с группой дипломатических представителей разных стран в Иерусалиме. 17 декабря Рейтер со ссылкой на 2 источника в силовых структурах Египта уже сообщала, что Израиль и Хамас открыты к переговорам. Но у сторон конфликта есть разногласия по поводу условий. Я подтверждаю, что Израиль готов к очередной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи для того, чтобы освободить заложников. И ответственность за это полностью лежит на руководстве Хамас. Для нас очень важно еще раз подчеркнуть, что мы не воюем с жителями Газы. Они не являются нашими врагами. Мы боремся с Хамас. Они наши враги.
И в этой связи мы предпринимаем все возможные гуманитарные шаги в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу. Напомню, что террористы Хамас 7 октября напали на Израиль, убили около 1200 человек и захватили 240 заложников. Цахал в ответ на атаку начал наземную операцию. По данным подконтрольного Хамас Министерства здравоохранения сектора Газа, на этот момент погибли более 19 тысяч палестинцев. В рамках первого режима прекращения огня удалось освободить около сотни заложников. Сейчас гуманитарная ситуация в секторе Газа критическая. Однако Хамас заявляет, что снова не пойдет на перемирие. Мы подтверждаем нашу позицию категорического отказа от проведения любых форм переговоров об обмене пленными в условиях продолжающейся геноцидной войны Израиля. Однако мы открыты для любых инициатив, которые способствуют прекращению агрессии против нашего народа и открытию контрольно-пропускных пунктов для доставки помощи и предоставления облегчения нашему палестинскому народу. Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах президента в этом штате. Это означает, что его вычеркнут из бюллетеней в республиканских партийных праймериз в штате. Решение было принято на основании 14-й поправки Конституции США. Один из ее пунктов гласит: занимавший военную или гражданскую должность после участия в мятеже не может больше занимать государственный пост. Ранее Трампу предъявили обвинения из-за нападения его сторонников на Капитолий. Я не уверен, что будет дальше. Я ожидаю, что Трамп подаст апелляцию в Верховный суд. У нас никогда раньше не было президента-мятежника, поэтому мы впервые имеем дело с этим. Но я думаю, что люди, ознакомившись с этим решением, должны внимательно его прочитать. В нем 133 страницы, оно довольно длинное, но внимательное изучение только делает его более убедительным. Решение вступит в силу после 4 января. Аналогичное заявление не допустить Трампа к выборам, признав мятежником, были поданы в суды еще нескольких штатов. В предвыборном штабе Трампа назвали вердикт суда Колорадо ошибочным и заявили, что будут оспаривать его в вышестоящем суде. И неудивительно, что продажный Джо Байден и крайне левые сумасшедшие отчаянно пытаются остановить нас любыми средствами. Они готовы нарушить Конституцию США на невиданном ранее уровне, чтобы победить на этих выборах. Джо Байден — угроза демократии. Он — угроза. Они используют правоохранительные органы для вмешательства в выборы на высоком уровне, потому что мы так сильно побеждаем их в вопросах. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!